Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу показать очередной оригинальный, совсем несложный узорчик вот из такой блестящей ниточки. Смотрите, она не слишком толстая, не слишком тоненькая. О пряже я расскажу в конце видео. Крючок у меня сегодня мой 3 миллиметра. Так? Напоминаю, что вы берете крючок, подбираете под свою пряжу, под свою плотность вязания, да, и пряжу берете свою, какая у вас есть. Все узорчики универсальны. Один и тот же узор из разной пряжи выглядит абсолютно по-разному. Схему к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она, смотрите, несложная, в принципе, все понятно. Кто умеет работать со схемками, можете уже работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, просто повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 8 петелек плюс 1 дополнительная. Давайте я наберу, ниточка у меня тоненькая, я наберу, например, 5 раппортов, это будет 40 воздушных петелек и плюс 1 41. Угу. А вы набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, в начале все как всегда, делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Так? А теперь я набираю 41 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот мой будущий образец. Далее мы с новичками сделаем вспомогательный ряд. Обязательно, потому что новички могут запутаться в воздушных петельках, так? Мы сделаем столбики с накидом, первый ряд, и они в столбиках точно уже не запутаются. Повторяйте. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Аккуратненько в 5-ю петельку вот так вот нырнули. Так. Вытянули рабочую ниточку и провязали по 2 петельки. 2 это столбик с накидом. Накид по порядку в следующую петельку цепочки точно так же ныряем, вытягиваем рабочую ниточку, провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. И вот так вот ваша задача шагать по всей цепочке. Ныряете в каждую петельку цепочки, провязываете столбик с накидом. Процесс, конечно, не очень быстрый, потому что это первый ряд, но зато потом будет намного проще. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас получится ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Понятно? Вот, допустим, я набрала 41 воздушную петельку, у меня будет 41 столбик. Не сложно? Не сложно. Все, смотрите. Первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика. С накидом считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Теперь давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно, у вас получится. Но в конце ряда я вас встречу. Договорились? Все, давайте. Так, смотрите, вот мы провязали все наши столбики до конца ряда. Ничего сложного, все ровненько, аккуратненько. И теперь приступаем к узорчику. Для начала мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. И возвращаемся сюда же, в этот же первый столбик, нырнули в него, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Накид. Еще раз сюда же вернулись, вытянули рабочую ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Пока повторяйте. Дальше воздушная петелька, накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик нырнули, вытянули рабочую ниточку, провязали 2 петельки, стоп, дальше не провязываем, держим на крючке. Накид. По порядку в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, держим, не провязываем. И третий раз накид. По порядку в третий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И вот теперь все петельки на крючке провязали за один раз. Оп. У нас получается 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Выглядит как такая вот метелочка. Дальше. Воздушная петелька, накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два, в третий. Нырнули. Вытянули рабочую ниточку, провязали столбик с накидом. Считаем. Раз. Накид. Сюда же опять же вернулись. Провязываем столбик с накидом 2. Сюда же столбик с накидом 3. Сюда же столбик с накидом 4 и 5.
И у нас получается вот такой вот веерочек. Если кому-то быстро, нажимайте на паузу. А также вы можете в настройках сделать скорость такую, которая вам будет комфортно. Все. Идем дальше. Воздушная петелька, накид, пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, накид, в следующий столбик нырнули, вытянули 2 петельки, стоп, и в следующий столбик точно так же. Опять провязываем 3 столбика с общей верхушкой, вот такая вот метелочка, видите? То есть вот в начале ряда у нас как бы пол веерочка вот этого, так? Идет чередование, веерочек, метелочка, веерочек, метелочка. Дальше воздушная петелька, пропускаем 2 столбика, 1, 2, далее у нас будет веерочек. Точно так же провязываем в один столбик 5 столбиков с накидом, второй, сюда же третий, сюда же четвертый и пятый. И у нас получается опять веерочек. И ваша задача вот так вот чередовать веерочек, метелочка, веерочек, метелочка до конца ряда. Понятно? Не сложно? Все, дальше самостоятельно у вас получится. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите. Вот, получается, наш ряд готов практически до конца ряда. Заканчиваем так же, как и начинали. Вот у нас метелочка мы провязали, воздушная петелька, накид. Пропускаем 2 столбика, и третий, это у нас получается 3 петельки подъема предыдущего ряда. Так вот, в третью петельку ныряем и провязываем сюда только лишь 3 столбика с накидом. 1, то есть половинка веерочка, да? 2 и сюда же 3. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Здесь будьте внимательны дальше. Поворот, повторяйте за руками. Накид. Дальше мы провязываем не в верхушку наших столбиков, а захватываем столбики, смотрите как. Столбик сзади наперед, вот таким вот образом. Столбик перед крючком. Вытянули рабочую ниточку, провязали 2 петельки, стоп. То есть мы должны были провязать рельефный лицевой столбик с накидом. Мы его провязали, но не до конца. Держим 2 петельки на крючке. Накид. Следующий столбик точно так же. Захватили сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем рабочую ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. Рельефный лицевой столбик с накидом провязаны не до конца. А вот теперь все 3 петельки на крючке провязали вместе. Пока повторяйте, потом увидите, как получится красиво. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2, накид. Там, где у нас была метелочка, да, общая верхушка 3 столбиков, беремся за эту верхушку и провязываем сюда, смотрите, столбик с накидом 1, воздушная петелька, вернулись сюда же, столбик с накидом 2. Получается вот такая вот рогаточка. Дальше повторение. Смотрите, 2 воздушные петельки. И все вот эти наши столбики мы будем провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом с общей верхушкой. Вот так же, как здесь, да, то есть только тут половинка у нас веерочка. А здесь у нас будет уже 5 наших столбиков. Повторяйте. Накид. Захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком. Вытянули рабочую ниточку, 2 петельки, стоп. Накид. Следующий. Точно так же. Сзади наперед. Вытянули рабочую ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид. Третий столбик. Точно так же. 2 петельки, стоп. Четвертый столбик. Точно так же. Все петельки держим на крючке, не провязываем. И пятый. Точно так же. А вот теперь все петельки на крючке, да, от 5 столбиков и петелька, которая уже была, 6-я, мы провязываем все вместе за один раз. Вот такая картина получается. Вот такой вот ромбик. И вот так он будет выглядеть с противоположной стороны. Он как бы вот так вот посерединке подчеркивается. Видите? Объем. То есть, когда узор подрастет, очень будет хорошо видно. Все, идем дальше. Опять делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. И там, где у нас метелочка была, беремся за верхушечку и провязываем рогатку. Столбик с накидом 1. Воздушная петелька. Вернулись сюда же, столбик с накидом 2. Угу. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. 2 воздушные петельки. Опять точно так же набираете рельефные столбики от нашего веерочка. 1, 2, 3, 4 и 5.
Все вместе провязали. Есть. 2 воздушные петельки и так далее. Поняли? То есть вот так вот вы шагаете до конца ряда. Схемка перед вами, совсем ничего сложного. Все, давайте самостоятельно, в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наш второй ряд практически до конца провязали. Вот что по итогу получается. И как мы заканчиваем наш ряд. Смотрите, опять же рогаточка, 2 воздушные петельки и у нас здесь 3 столбика. Первые 2 столбика мы провязываем точно так же рельефными лицевыми столбиками не до конца. Так, вот у нас второй рельефный лицевой столбик, вот таким вот образом. И смотрите, последний столбик, накид, вот там у нас были 3 петельки подъема, аккуратненько находим 3-ю петельку подъема, ныряем в нее просто так вот и провязываем 2 петельки стоп, и теперь все петельки вместе провязали. Поняли? Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Одна будет воздушная петелька здесь по узорчику, поэтому здесь у нас итого 4 воздушные петельки. Теперь накид. И там, где была рогаточка, вот 2 столбика, и между ними воздушная петелька, арочка такая. Мы вот в эту рогаточку провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3, 4 и 5. Вот, поняли, да? Вот наша рогаточка и в ней веерочек. Дальше 1 воздушная петелька. Теперь будьте внимательны. Вот мы работаем, получается, с верхушкой наших столбиков. Так? Мы вначале в арочку до верхушки нырнули. Провязываем столбик с накидом не до конца. 2 петельки стоп. Накид. Теперь непосредственно в верхушку нырнули, провязали 2 петельки стоп и за, получается, верхушкой в следующую арочку нырнули, провязали 2 петельки стоп. А теперь все петельки провязали вместе. У нас получается вот такая вот метелочка. Поняли? И если внимательно посмотреть, вот так вот веерочки, метелочки, веерочки, метелочки, смотрите, мы делали в самом первом ряду. Просто сейчас смещается в шахматном порядке. Дальше опять 1 воздушная петелька. Там, где рогатка, мы провязываем веерочек. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вяжу быстро, потому что мы уже с вами так провязывали. Так? Есть. Дальше у нас будет вот такой вот метелочка такая. Смотрите, воздушная петелька. И вот у нас 2 арочки. Арочка и арочка. Так? И между ними вот верхушка столбиков. В первую арочку нырнули, столбик с накидом не до конца. В верхушку, получается, столбиков нырнули, не до конца провязали столбик с накидом. И в следующую арочку точно так же. Все. И вот получается опять метелочка. Поняли? Все. И вот так вот вы шагаете, чередуя веерочки, метелочки до конца ряда. Понятно? Несложно. Мы повторяем первый ряд, просто сместили в шахматном порядке. Давайте самостоятельно в конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, красота наша потихонечку растет. Вот что у нас по итогу получается. И как мы заканчиваем ряд. Точно так же, как и начинали. У нас здесь получается после веерочка идет 1 воздушная петелька, дальше накид. И вот там, где у нас, помните, были 3 петельки подъема и 2 столбика с общей верхушкой. Давайте возьмемся за 3-ю петельку подъема и провяжем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Дальше накид. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь 2 воздушные петельки. 1, 2. И там, где наш веерочек, мы будем провязывать его точно так же рельефными лицевыми столбиками с накидом с общей верхушкой. Мы уже так провязывали. Итак, захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки стоп. Дальше второй столбик точно так же. Помните, да? 2 петельки стоп. Третий столбик точно так же. 2 петельки стоп. Четвертый столбик. И 5-й столбик. Провязываю быстро, потому что мы уже с вами так вязали, вы умеете. Все, теперь все петельки на крючке провязали за один раз. Есть. Все, вот они. Наши рельефные лицевые столбики с накидом. Опять 2 воздушные петельки. Так.
И там, где у нас была верхушка вот наших столбиков, мы в нее провязываем рогаточку. Столбик с накидом 1. Дальше воздушная петелька. И вернулись сюда же, столбик с накидом 2. Поняли, да? Мы точь-в-точь повторяем вот наш второй ряд узорчика. Там, где у нас была рогатка и рельефные столбики. Рогатка, рельефные столбики. Единственное, что здесь просто смещается в шахматном порядке, а так все то же самое. Все, давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд практически до конца ряда. Вот что у нас по итогу получается. Как мы заканчиваем наш ряд. Вот наши рельефные столбики, так, с общей верхушкой. Дальше получается тут 2 воздушные петельки. И заканчиваем ряд. Вот здесь у нас, помните, были 3 петельки подъема и 4 по узорчику. Так вот, отсчитываем 3 петельку подъема, в нее аккуратненько вот так вот ныряем. И провязываем 2 столбика с накидом. 1, и сюда же 2. Все. Наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 подъема, да, поворот. Теперь смотрите, в этот же первый столбик мы провязываем еще 2 столбика с накидом. 1, сюда же 2. 1 воздушная петелька. Переключаемся вот на арочку, верхушку, арочку и провязываем 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 1, так, здесь вот 2. И в следующую арочку 3. Провязали все вместе. Так, получается у нас вот такая вот метелочка. И опять 1 воздушная петелька. Вот наша рогатка. А в рогатку мы уже знаем, что мы провязываем веерочек. 1, 2, 3, 4, 5. Поняли, да? То есть получается, мы точно так же провязываем с вами ряд. Когда у нас пол веерочка, дальше метелочка. Веерочек, метелочка, веерочек, метелочка. Если внимательно посмотреть, мы так провязывали самый-самый первый ряд. То есть сам по себе узорчик это 2 ряда. Да? Получается метелочки, веерочки, затем рельефные столбики с рогатками. Сместились в шахматном порядке. Идут веерочки, метелочки, потом опять рельефные столбики с рогаткой. Опять вернулись первоначально, да, то есть сам вертикальный раппорт узорчика 4 ряда. 1, 2, 3, 4. И опять повторяйте. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Все, мы с вами уже все провязали. Теперь ваша задача просто увеличить образец на несколько рядочков и посмотреть, что в итоге получится. Но видно, что оригинально, необычно. Такая вот блестящая красота. Да? Все, давайте дальше самостоятельно. Схемка перед вами. Мы все с вами уже провязали. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается у меня вот такой вот интересный объем рельеф с одной стороны. Да, здесь получается рельефные изнаночные столбики так выглядят. Если вам нравится вот эта сторона больше, здесь столбики рельефные лицевые, то вы можете эту сторону сделать лицевой. То есть на ваше усмотрение, видите? Вот такая вот красота. Для палантина или для кофточки, или да, для шарфика, для снуда. Смотря какую пряжу вы возьмете. Зимняя, демисезонная, летняя. То есть такой у вас узорчик может быть. Опять же, может быть он более гладким, да? Может быть более таком рельефным. Итак, из моей пряжи вот так вот тянется узорчик. И вот так вот. Ну, то есть практически он не тянется. Что это за ниточки у меня сегодня? Новички, смотрите, кто еще не вязал с такими ниточками, не работал. Называется Alize Angora Gold Simli. Идем дальше. Моточки здесь по 100 грамм, 100 граммах 500 метров. И по составу 75% акрил, 20% это шерсть и 5% металлическая ниточка. За счет нее как раз таки вот блеск происходит. Крючок нам советуют от 2 до 4, в зависимости от плотности вязания, от узора. У меня 3. Так? И цвет, смотрите, 21. Он, в принципе, такой же, какой он есть на самом деле, то есть передается на камеру. Вот, все. Если понравилось, вяжите такими же ниточками. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Все узоры универсальные, поэтому берите летнюю, демисезонную, зимнюю. Один и тот же узор из разной пряжи выглядит абсолютно по-разному. Единственное, правильно подбирайте крючок. И все. Вот такая красота. Давайте замерим, что у меня получилось, да? Это моя рука, моя плотность вязания, мой крючок, моя пряжа. То есть при одинаковых исходных данных у нас могут быть разные цифры, поэтому обязательно вяжите образец своей рукой. Так, 41 воздушная петелька, это у меня, ну вот, 19,5 точно сантиметров. И тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочков.
И с новичками провязывали еще один 11. Давайте замерим, сколько это. Смотрите, 12 сантиметров. Здорово, здорово, совсем не сложно. То есть буквально запомнили пару рядочков и провязываете. Красота, красота. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Кто еще не нажал на колокольчик, нажимайте. Впереди много новинок, и вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. У кого есть возможность, нажимайте на кнопочку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое для развития канала. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.